Итак, всем привет! Меня зовут Настя из Russian Language Family blog или School to be in the future. И сегодня мы поговорим о теме внешность. Right now I'm in the city called Zelenogradsk. It's region of Kaliningrad region, right? And I hope you like this nice site here because it's a park somewhere in Zelenogradsk, and it's a really nice park with its atmosphere, with a pond behind me, so it's great. And I said that it's going to be a video about appearance, and it's going to be the first part of this video, and the second part I will release when there will be 500 followers. So please follow me here. Give me like, thumbs up, right? And leave a comment so I knew that you like the video and that it's useful for you. Let's start, right? Итак, внешность. Для начала мы поговорим про части лица, да? Это у нас голова. Голова может быть большая голова, и голова может быть маленькая голова. Например, когда я была маленькой, мне мои одноклассницы говорили, что у меня слишком большая голова. А какая у вас голова? Напишите в комментариях. Write down in the comments. So guys, I thought it would be nice to make this like interactive video. I will tell you parts of like names of parts of the face and different description words, and you may write in the comments, for example, what head do you have, big or small, or are your eyes blue or green, and so on. Okay? Хорошо. Итак, у вас большая или маленькая голова? Напишите в комментариях. Это волосы. Например, у меня волосы средней длины. Но бывают короткие волосы, а бывают длинные волосы. Какие у вас волосы? Напишите. Длинные волосы, короткие волосы или, точнее, короткие волосы или волосы средней длины. Также бывают прямые волосы. У меня прямые волосы. Straight. А бывают кудрявые волосы. И у меня прямые волосы, но, например, у моей подруги, у нее кудрявые длинные волосы. Также, чтобы описать волосы, мы можем использовать цвета, правильно? Например, у меня, я думаю, русые волосы. Бывают блондинистые волосы, бывают волосы каштановые, рыжие волосы. И я думаю, что если мы говорим, допустим, про девушку или про парня, в зависимости от того, какой у него или у нее цвет волос, мы можем сказать, например, блондинка, если у нее светлые волосы, или блондин, и, например, брюнетка, если у него или у нее брюнетка, волосы ближе к коричневому цвету. Либо, если это парень, то брюнет. Также можно сказать шатенка или шатен, брюнетка, блондинка, шатенка. Я думаю, что да. Это то, что мы можем сказать о волосах. Но, кстати, если у человека рыжие волосы, можно сказать рыжий или рыжая. И это может быть нормально, так сказать, но иногда это может восприняться как такое небольшое, какое-то негативное описание или даже оскорбление, потому что раньше
Либо в детстве, может быть, если, например, у девушки или у парня были рыжие волосы, их могли за это так чуть-чуть дразнить. И поэтому, если в детстве, например, кто-нибудь говорил: «О, рыжий», это могло быть такое немножко негативное прозвище. Но, в принципе, мне кажется, что если сказать: у нее волосы рыжего цвета, то это нормально, тем более в нашем взрослом, адекватном мире, да? Так, волосы, голова. Это глаза, один глаз, два глаза, ну, если мы говорим просто глаза. Глаза у меня, я думаю, что голубые. У меня голубые глаза, либо у меня серые глаза, либо серо-голубые. Также бывают карие глаза, бывают зеленые глаза. И я думаю, что черные глаза, можно сказать, тоже бывают. Напишите, какой цвет глаз у вас. У вас зеленые глаза, голубые глаза, серые, карие или черные, да? Напишите в комментарии. Это у нас нос. Это нос. И нос также может быть маленький нос или большой нос. Может быть нос картошкой, может быть нос с горбинкой. Например, я думаю, что у меня нос с горбинкой. Может быть нос с картошкой, горбинкой. Может быть курносый нос, да, курносый нос. И если мы говорим об особенностях, наверное, это все, что я сейчас вспомню. Так, это у нас губы. Могут быть тонкие губы или толстые губы, пухлые губы. Например, много девушек сейчас накачивают губы, чтобы они были пухлые и большие губы. И тонкие губы, считается, что это не очень красиво среди тех, кто, конечно, хочет там себе пухлые губы. Так, я считаю, что это субъективное мнение. Так, губы, нос, глаза, брови, да, брови, это брови, это уши, это щеки, и что еще? И это ресницы. Бывают ресницы длинные и короткие. Короткие ресницы или длинные ресницы. Также можно сказать, что если у девушки много волосинок в ресницах, то это пышные ресницы, да. И идеальная девушка, у нее обычно длинные, пышные ресницы, пухлые губы, тонкий, аккуратный носик и длинные блондинистые волосы. Но, конечно, это шутка, да. Так, щеки, это щеки. И еще можно поговорить про такие особенные черты у человека. Например, у меня есть родинка над губой. Родинка может быть над губой или на любой части тела. Также бывает, что у человека здесь есть такие рыжие пятна. Это называется веснушки. Если это мужчина, или девушка, бывает по-разному, то над губой волосы называются усы. Если мужчина хочет выглядеть более взрослым или более мужественным, он может отрастить бороду и также бакенбарды, да. Так, я думаю, что это все. Давайте повторим части лица, которые сегодня мы узнали. А в следующий раз, когда будет 500 подписчиков, мы поговорим о других частях тела. И еще раз, это нос. Повторяйте за мной. Это нос, это щеки, губы, глаза, брови, ресницы, уши, волосы
И все это голова. Ну, еще, наверное, можно сказать, что это подбородок, а это лоб. И давайте теперь опишем с вами несколько картинок. И также не забывайте, что это интерактивный видеоурок. И пишите в комментарии ваше описание, а я буду проверять их и исправлять, чтобы вы знали, если вам нужно над чем-то поработать в этой теме, или если вы идеально ее усвоили, и вы молодцы. Но, конечно, вы молодцы в любом случае, да? Итак, еще раз. Например, давайте опишем этого мужчину. Этот мужчина, он рыжий, у него зеленые большие глаза, нос картошкой, у него пухлые губы, у него нет бороды, у него нет усов, но у него есть веснушки. Также у него большие уши и родинка на щеке. Да? Хорошо. Это у нас девушка. У нее коричневые волосы средней длины. Также у нее карие глаза, карие большие глаза. У нее длинные ресницы. У нее нет веснушек. У нее нет усов и нет бороды. У нее тонкие губы и у нее пухлые щеки. И давайте вы опишите этого мужчину в комментариях и также опишите себя в комментариях. Давайте напоследок я опишу себя, чтобы у вас был пример. Вы можете придерживаться такой же конструкции, как я сейчас вам дам. Итак, я думаю, что у меня овальное лицо, у меня волосы средней длины, у меня голубо-серые глаза, длинные ресницы, у меня довольно тонкие губы, у меня родинка над губой, у меня есть щеки, у меня есть подбородок, лоб и уши, нет бороды и у меня нет усов. Да? Окей, хорошо. Не забудьте написать ваше описание и спасибо за урок. Okay, guys, so thank you for listening to this lesson. I hope it helped you to improve your Russian and to understand descriptive vocabulary better, right? And I think this video will be great for A1 level and A2 level, for example, to revise some concepts, right? And also, guys, I want to tell that I am going to release a course in 3 weeks, and this course will be 9-week long course. In this course, if you participate, you can participate if you are A1 plus level, because in this course you will receive videos about description, about grammar, about different topics. The list of these topics will be here, and 3 days a week you will receive new video and you will receive exercises. You will receive exercises to write, exercises to speak, and you will record these exercises. If it's to speak via recorder, via audio, you will write a text and send it to the chat, and I will give you the feedback for it. And so, guys, as I am going to release this course only in 3 weeks, you can get special price only this week. So please check it in the description in bio, this link. Check it. You can also subscribe only for 1 week to check it out, if it fits for you, if it suits you, if this course is right for you. And check it out, see how it works for you. And if you like it, then
please participate, you will enjoy it, I promise, because it will be a course with feedback, right? So again, thank you for the video, thumbs up, give me a comment, subscribe to my channel and turn on the notifications so you wouldn't miss the second part of such video about description, right? С вами была Настя, и всем пока-пока.